Здравствуйте, мои дорогие! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для представителей знака Овен. Расклад на следующую неделю с 10 по 16 августа. Давайте посмотрим, что Овнов ожидает с понедельника по воскресенье, какие карты сегодня нашим Овнам, этому огненному знаку зодиака, выпадут. Я напомню, что вы можете подписаться на мой YouTube канал, также можете оставить лайк или сообщение под этим видео. Я буду знать, что расклад вам понравился, подошел, что он резонирует с вашей ситуацией. Мне будет приятно, что я не зря этот расклад для вас записала. Также можете поделиться со знакомым Овном этим видео, если вы считаете, что кому-то из ваших близких этот расклад подходит и перекликается с их ситуацией. Итак, давайте посмотрим, что же нам сегодня покажут для вас карты. Третья колода — это у нас оракул, который даст совет, возможно, или какое-то напутствие такое для вас на этой неделе. Тоже посмотрим, что, соответственно, у вас выпадет. Начнем мы с основных карт, которые у нас здесь есть. Давайте посмотрим с первых двух колод. Итак, Овны, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота и воскресенье. Итак, что же здесь у нас есть? Ну, первая карта, которую мы здесь видим, это Паж мечей, или ее здесь называют принцесса мечей. Паж мечей — это такой своего рода детектив, да, это такой своего рода следователь, то есть человек, который по сути хочет что-то разузнать, какую-то информацию, что-то для себя понять. Поэтому Паж мечей может говорить о том, что вы очень внимательны к деталям будете в этот день, вы стараетесь в чем-то разобраться. Возможно, здесь также вам придет какая-то информация, которая будет в виде шанса, возможности вам даваться, которую нужно будет использовать. Так как здесь есть четверка жезлов, возможно, речь будет о том, что вы хотите разобраться в чем-то, что происходит, допустим, в вашем окружении, в частности, в вашей семье, допустим, да, в круге ваших близких. Здесь акцент делается на том, что здесь, да, может быть какая-то ситуация даже по мечам, напряжение или каких-то споров, выяснение какого-то вопроса. Может быть проверка на прочность в отношениях какая-то, когда вы высветляете какие-то моменты, проясняете их и либо поссоритесь, либо вот в споре рождается истина, придете к какому-то единому мнению. Здесь могут быть, в принципе, какие-то неожиданные новости касаемо ваших близких. Опять-таки, возможно, эта новость немножечко нарушит ваш привычный покой или ваш взгляд, в принципе, на семейные дела, потому что дальше еще идет карта повешенного. То есть посмотреть на вещи по-другому, получая известия какие-то, возможно, вы здесь по-другому смотрите на какие-то вещи, начинаете на них смотреть. Но да, здесь могут быть и ссоры по мелочам, какие-то придирки, поэтому будьте осторожнее. Какая-то, может быть, критика, возможно, какое-то недоверие к кому-то из вашего окружения, поэтому вы пытаетесь здесь в чем-то разобраться для себя или прояснить какие-то вопросы. Именно поэтому здесь Паж мечей, соответственно, и выпал. Может быть, это касается воздушного знака зодиака, то есть Весов, Близнецов или Водолеев. Следующая карта у вас карта повешенной. Вот она выпадает у вас на вторник. Я уже говорила, что она, возможно, дает вам шанс посмотреть на вещи немножечко как будто бы в другом свете, под другим углом, в другом ракурсе. Возможно, так действительно и происходит после того, как вы узнаете здесь определенную информацию. И учитывая то, что у вас здесь также есть еще и десятка мечей, которая выпадает в тандеме с этой картой повешенной, можно в принципе говорить о том, что здесь какой-то, может быть, крах старых иллюзий, которые у вас были. И эта ситуация, на которую вы смотрите по-другому, позволяет вам от чего-то уйти, от чего-то отказаться, потому что вы поняли, что, ну вот, возможно, жертвы, на которые вы шли ради чего-то, они того не стоят. И, возможно, вам приходит понимание, что прежний образ жизни или какой-то проект, или вот что-то такое, что было в вашей жизни, оно завершилось, нужно развернуться, уйти, что-то оставить, ну вот что-то неподходящее вам, потому что вы пересмотрели к этому отношение свое. Также вы можете немножечко как будто эмоционально здесь выгореть или находиться в небольшом состоянии кризиса, и это требует перезагрузки, требует отдыха для вас.
Поэтому здесь может быть как необходимость отдохнуть, потому что вы в состоянии жертвы себя чувствовали. Следующая карта — рыцаря Пентаклей. Карта земного знака может говорить о том, что здесь речь касается как-то или идет о человеке земного знака. Это девы, тельцы или козероги. Рыцарь Пентаклей. И в целом-то рыцарь Пентаклей — это человек, который неспешный, такой медлительный, возможно, в том, что он делает. Он не торопит события, он верит в то, что он делает правильно, да, с чувством, с толком, с расстановкой. Тут же карта умеренность, то есть здесь неспешность. Вот основное значение вот такого сочетания — это не торопиться, это находить какой-то баланс и гармонию в том, что вы делаете. Возможно, здесь по этому сочетанию можно говорить о том, что вы медленно, но уверенно движетесь к своей цели, что, возможно, вам здесь требует сохранять терпение и вот этот гармоничный баланс соблюдать между трудом и отдыхом, чтобы не выгорать на работе. Но в целом здесь вот ваши дела идут как будто в правильном темпе, вы здесь стараетесь на все спокойно реагировать в размеренном темпе, шаг за шагом, как будто бы стараетесь не суетиться. Да и в целом, достаточно такое хорошее, стабильное, да, состояние, то есть хорошая карта и для отношений, какая-то такая вот уважение ситуации или верности, спокойных отношений, каких-то безбурных страстей по карте умеренность, возможность о чем-то договориться и прийти к балансу, найти какой-то компромисс. Дальше у вас есть шестерка кубков, и шестерка кубков у вас здесь выпадает с рыцарем кубков. Шестерка кубков — карта, возможно, каких-то ситуаций, где вы можете пообщаться с кем-то, кого давно не видели, с кем давно не общались. А может быть, здесь какие-то семейные торжества происходят, возможно, какие-то семейные праздники, на которые вас приглашают, поэтому здесь и рыцарь кубков, соответственно, тоже имеется. То есть здесь такое очень благоприятное сочетание, которое показывает здесь очень такой высокий уровень гармонии. Возможно, здесь вы будете испытывать даже какую-то ностальгию, потому что шестерка кубков — это воспоминания о прошлом. Можете испытывать ностальгию о чем-то, что было ранее. Возможно, вы вспоминаете какие-то былые времена или места, где вы были, или общаясь с какими-то знакомыми, вспоминаете, как вы вместе там проводили какое-то время, да, или там вместе учились в университете, то есть какие-то совместные ваши дела. И в целом здесь вот это какие-то приятные, может быть, даже сообщения из прошлого вы получаете, или встречаетесь с человеком, которого вы давно не видели, или даже с родственником, которого вы давно не видели, потому что шестерка кубков — это карта уюта и семьи. Возможно, здесь общение с кем-то, кто приезжает к вам в гости здесь по этой карте, и вас это тоже опять-таки очень сильно радует, да, очень позитивное такое отношение к тому, что здесь происходит для вас. То есть такая романтика, возможно, либо ностальгия, как я сказала уже, но в целом вот ощущение вот этого душевного тепла. Кстати, я говорила, если праздники, вы можете куда-то ехать, кого-то поздравлять с чем-то в этот день. И следующая карта — карта Солнца. Эта карта, в принципе, традиционно считается картой Льва, да, может говорить про общение с человеком знака Лев. Тут же карта Мага. Солнце, она сама по себе очень классная карта, потому что она говорит о ощущении радости, счастья, такого абсолютнейшего по Солнцу, и ощущение, что вы все четко и ясно понимаете происходящее в вашей жизни, и понимаете, что вам нужно, как этого достичь. Соответственно, с картой Маг тем более, потому что вы здесь уверены в своих силах, вы уверены в своем успехе. И это такой очень-очень мощный союз двух старших арканов, который предвещает просто яркое проявление ваших талантов, когда вы можете засиять, когда вы можете создавать, когда вы можете воплощать свои идеи в реальность, потому что у вас для этого достаточно сил, там, времени, ресурсов, энергии, амбиций, то есть чего угодно. В целом ваши усилия здесь, вот то, что вы делаете, могут принести очень хороший результат. И здесь вы очень четко понимаете свои цели, поэтому вы так вот четко к ним шагаете и не сомневаетесь в том, что у вас все получится. То есть здесь прям хороший, мощный импульс дается для реализации
любых ваших проектов, начинаний, может быть, старта какого-то нового дела, потому что маг — это первая карта в старших арканах, поэтому, да, она говорит о каких-то новых начинаниях. Если одинокий человек, здесь хорошо знакомиться, здесь в любом случае много страсти, какой-то ясности, вот такого счастья, которое вы испытываете в работе. Здесь может быть хороший шанс что-то начинать, как я уже говорила, и в финансах может быть рост доходов, потому что вы можете здесь, да, благодаря своим там навыкам, способностям засиять. И, может быть, даже какое-то вот, как получить признание окружающими ваших заслуг, там, ваших талантов или ваших каких-то профессиональных, соответственно, заслуг. Следующая карта, при этом 4 кубков, она выпадает на субботу. Здесь она называется «Сплин». В целом она говорит о состоянии, да, в принципе, это карта уныния, апатии, какой-то обиды, но также и желание отдохнуть. Просто отдохнуть, потому что вот вы от всего устали, возможно, вам просто нужно время, вам нужно сделать какую-то паузу, поэтому эта 4 чаш или 4 кубков, как ее называют, она здесь может говорить о том, что вы просто в этот день хотите немножечко отдохнуть от окружения вашего там или от какой-то суеты, от дел, которые были в вашей жизни на этой неделе. Здесь может быть какая-то и эмоциональная скука небольшая, может быть такая небольшая апатия, опять-таки, как будто вы все замедляете, то есть не спеша делаете. Возможно, какая-то рутина, там бытовые дела немножечко вас вгоняют в такую апатию. Также здесь вы можете немножечко какую-то усталость такую почувствовать и, правда, захотеть сделать небольшую приостановку. Поэтому 4 кубков. Дальше королева жезлов, карта вашей стихии, огненной стихии, огненного знака зодиака. 4 кубков, которая у вас здесь шла, могла просто говорить про отдых. Королева жезлов о том, что вы здесь проявляете себя вот в своей масти, в своей стихии, чувствуете себя как будто бы в своей тарелке, возможно, и также, давайте посмотрим. Может быть, здесь общение с огненным знаком, то есть лев, овен или стрелец. Тут же карта императора. Это карта ваша, карта овна, карта император. И да, она может говорить о том, что здесь речь о каком-то императоре, с которым вы общаетесь. Это может быть любой другой знак, не обязательно овен, но это такой очень мощный союз двух сильных, ярких, авторитетных личностей, может быть, вашей личности, да, с кем-то еще, то есть такая комбинация лидерства, страсти, потому что и то огонь, комбинация, которая говорит о необходимости тут как будто бы, знаете, как равноправный какой-то союз выстраивать. Возможно, здесь речь о том, что вы общаетесь с таким вот зрелым, ответственным мужчиной, допустим, по императору, или харизматичной, уверенной женщиной, если вы мужчина, допустим, вы смотрите на королеву жезлов. То есть вы уважаете границы друг друга. Здесь также можно говорить о том, что вы, проявляя эту энергию, да, может быть, сочетаете стратегическое планирование с такой творческой энергией королевы жезлов и очень хорошо просчитываете опять-таки какие-то шаги. То есть вот эта дисциплина здесь есть и какой-то порядок, которому вы следуете в достижении того, что вы здесь спланировали в этот день. То есть, в принципе, очень хорошая карта. Для одиноких, опять-таки, может быть встреча с таким человеком, каким-то серьезным, способным управлять своей жизнью и, в принципе, быть хорошей опорой, таким хорошим, надежным плечом для вас, если смотрят женщины. Но карта достаточно хорошая здесь, еще и в таком сочетании. Давайте посмотрим еще на эту карту, которая здесь у вас есть. Это карта, которая уже, кстати, уже выпадала другому знаку, уже не помню кому, наверное, рыбам. Да, эта карта в этом оракуле, она называется Герань, и она говорит об исцелении. Она говорит о том, что вам нужно вернуть баланс в свою жизнь, поэтому и карта умеренность здесь есть. Вам нужно снять эмоциональное, физическое напряжение, возможно, которое у вас присутствовало, и постараться очистить свое энергетическое поле, как-то гармонизировать пространство вокруг вас. В целом карта хорошая, да, она показывает, что то, что истощает ваши силы, возможно, то, что забирает вашу энергию, требует того, чтобы вы пересмотрели отношения
отношение к этой ситуации, возможно, оставили ее позади, то есть ушли от этого, для того, чтобы открыть себя новым возможностям, в которых вы будете сиять. Поэтому вам нужно здесь действительно исцелиться, восстановить ваш внутренний ресурс, может быть, снизить где-то темп немножечко и найти больше равновесия, гармонии, отдохнуть и избавиться от накопившегося негатива для того, чтобы начинать бумагу, что-то творить, создавать, созидать здесь по императору, планировать в своей жизни и, в принципе, управлять тем, что происходит в вашей жизни здесь уверенно. Итак, дорогие мои овны, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака мы завершаем. Я всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя. До скорого.